Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за лайки, добрые слова, пожелания, подписки, комментарии. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Кто тебя ревнует и почему этот человек вас ревнует? Для начала делаю вашу сигнификацию. Если сейчас срезонируют, девочки, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Смотрим, внимательно слушаем и воспринимаем информацию не как совет к действию, а как подсказки. Вы только вы творец своего счастья. Итак, начинаем. Какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Какая вы? Ой, какая прелесть. Любите всяких вампиров, да? Женщина, для которой любить равно дышать. Для вас очень важно любить, быть любимой. Да. Вот эти вампиры, которые рядышком, знаете, наталкивают на мысль, ну как это, особо не разбираетесь, да? Ой, я его слепила из того, что было. Потом то, что было, то и полюбила, да? Тут вампиры, павлины пошли нестройной чередой, да? Фатально. Да. Так. Сейчас посмотрим, о чем это. Девочки, показано открытое доброе сердце. Опять женщина, которая придет на помощь, поддержит. Умеете любить, умеете отдавать всю себя. Да, может быть, даже тут, если можно так сказать, даже слишком растворяетесь. Ну, с удовольствием пользуются этим вампиры, какие-то тут павлины самовлюбленные, люди, которые по павлину, знаете, могут себя так преподнести, так себя показать, влюбить элементарно, при этом себя на первое место ставят, да, свои потребности. Ну, а вы тут и рады холить, лелеять, да. Опять-таки вампиры, потребители, получается, пользуются с удовольствием, а когда у вас случаются в жизни, не приведи Господи, какие-то неприятные моменты или вообще какие-то беды, болезни, странно растворяются в толпе, да, а потом, когда вы опять ресурсная, опять можно от вас что-то поиметь, они появляются. Но тут больше показано это как бы, как вам сказать, вы отчасти это позволяете этим людям так себя проявлять. Да? Вокруг нас всех множество таких. Другое дело, эти люди считывают, что можно от вас подпитаться энергией, ресурсы ваши взять или нет. Тут как будто бы, к сожалению, карта фатальна. Фатальна то ли выбор партнеров таких, да, нравятся вам, может, вот такие самовлюбленные, интересные, яркие, да, харизматичные, но при этом эгоистичные. Может, болезненно это все для вас, но все равно привлекательно вот такие вот. Ну, у каждого свое. Так, почему-то мне показано какое-то неустойчивое сейчас положение ваше. У кого-то это касается материальной стороны. Может быть, хотели бы, понятно, лучше зарабатывать. Я не хочу больше зарабатывать, я хочу получать больше, да. Ну тут смотрите, вот неустойчивое положение ваше, рядом находятся какие-то люди, может быть, даже не особо и позитивно настроены. Почему я так говорю? Барышня сидит на жердочке, вокруг нее какие-то вороны. В любой момент эти вороны вспорхнут, улетят тут, они между собой договорятся, каркают, приземлятся, а вы можете шандарахнуться вниз. То есть у вас тут определенные риски есть. Как будто бы, знаете, вот вас окружают люди, которые, ну, скажем так, они могут договориться между собой, а вы можете пострадать, чего бы это ни касалось. Если это какая-то там непонятная скользкая ситуация в рабочем коллективе, опять-таки вы можете стать, ну, извините, как козлом отпущения. Вас могут как отчасти в жертву принести, отчасти могут сделать белой вороной. Тут что, черная ворона? А вот тут как инаковость какая-то ваша считывается.
Расстроенная тут девушка у меня. Видите, как ребеночек сидит, разбиты колени и разодраны штаны, и рядом карта финансов. Может быть, надеялись на, ну, скажем так, другую какую-то ситуацию финансовую. Вам будет полегче, получше. Может быть, надеялись на какие-то заработки. Опять у кого-то премии, у кого-то достаток в принципе. Но все как-то грустненько. Ну, не так, как хотелось бы явно. При этом карта ребенок, это, знаете, где-то говорит о вашей наивности все-таки, как доверчивости. Опять-таки, может быть, вот доверчивость у кого-то проиграется, вот это окружение. Ну, как будто не другие. Вы одна, а эти люди, ну, как вы из разных миров. Вот в чем-то разница такая есть. Я не буду говорить, что тут так справедливо. Карта справедливо вышла. Я не буду говорить, что люди тут как-то агрессивно в вашу сторону направлены. Нет, ну тут скорее, знаете, тут как-то как будто бы вы разговариваете на разных языках. Вы стараетесь по справедливости и ключики подбирать к людям. Вот, допустим, вы так себя ведете с ними, как хотели бы, чтобы они вели себя с вами в ответ. Да, это как нас в детстве учили. Вот, веди себя с людьми так, как бы ты хотел, чтобы они в твою сторону проявлялись. Вы тут так проявляетесь. А в ответ тут очень какие-то скользкие, интересные моменты. В ответ какие-то, может, сплетни за спиной, какие-то домыслы, разговоры. В общем, неприятно как-то. Повторюсь, как будто на разных языках. Может быть, в принципе, разные ценности у людей. У вас и у них, да. Какая-то такая ваша сигнификация у меня вышла, девочки. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, кто вас ревнует? Актуально тогда, когда вы открыли. Кто ревнует вас сейчас? Почему этот человек или группа лиц вас ревнует? Кто вас ревнует? Почему эти люди вас ревнуют? Или этот человек? Ой, возьму эротическую еще. Кто вас ревнует? Почему ревнует? Кто вас ревнует? Почему они вас ревнуют? Может, это подруга, да? Стали меньше общаться. Может, бывший. Кто вас ревнует? Почему? Так. Кто вас ревнует? Почему? Кто вас ревнует? Ух ты. Так. О чем это? Так. А у вас тут две, как это сказать, две нити, да? Две дорожки, как будто бы вас двое, как минимум, ревнуют. Тут первая женщина какая-то вас ревнует, и еще один слуга воздуха ревнует. Какой мужчина еще вас ревнует, кстати. Угу. Интересно. Так, давайте так сразу по женщине подряд. Да что ж такое? Угу. Сплетни прям выскочила, карта метла опять перевернулась. Так, первое это какая-то женщина. Причем тут дом? О чем это? Это ваша ближайшая там родственница. Кто это? Кто вас ревнует? Это подруга ваша? Нет. Кровная родственница? Нет. Ну, не кровная родственница уже хорошо. Так, о чем это? Кто это? Вообще не могу понять. Подруга? Да нет.
Показана мне какая-то ситуация, это женщина вас ревнует. Вы с ней уже какое-то время, ну, я не буду говорить, расстались, ваши пути разошлись. Время и карта отшельник. Какое-то время назад, ну, как разошлись ваши пути дороги. Каждый пошел своей, да, отшельник. При этом, кстати, может ревновать даже к вашему, там, я имею в виду, мужчине, если вы больше внимания стали там уделять своему там избраннику, мужчине, с которым вы рядом находитесь, и, может быть, раньше вы с этой женщиной там то ли пересекались, общались, а сейчас как будто бы, ну, то есть то ли вообще перестали вы с ней общаться, а тут как-то так вот. И она сейчас не очень дружелюбно настроена на самом деле. Не очень. Раньше тут общий дом, то есть, может быть, общая работа, общая там, кто-то учился вместе. Давайте так. Но это не родственница, я имею в виду не кровная. Так. Знаете, может быть, у этой женщины какое-то было проявление, вы могли быть довольно-таки близки с ней, давайте так. Ну, повторюсь еще, это не родная кровь, но вы действительно могли быть близки. Но тут потом какое-то то ли проявление ее, так, карта токсичность, и тут карта крысы. Могла как-то то ли некрасиво что-то сказать, то ли как-то проявиться. Не обязательно даже в отношении вас, в общем как-то. Как будто бы ситуация тупиковая, может быть, до этого ценность вы друг друга осознавали, а потом не такое, как будто бы у вас. Что-то тут перегорело, и карта развилка, ваши пути разошлись. Вот мне так. Вот эта вот женщина вас ревнует. При этом ей кажется, что у вас тут новая, тут карта соперница, я могу это считать так. Скорее всего, у вас общение, может быть, другие подруги, там, знакомые, жизнь продолжается. Вот эта вот женщина, она как из прошлого. Вот она вас ревнует. Она ревнует, ну, к тому, что у вас тут жизнь дальше продолжается, что вы, скорее всего, нормально справляетесь и без нее. Так, еще у меня идет какой-то ревнует вас товарищ. Слуга воздуха. Ну, такой, знаете, мужчина сам по себе, на своей волне, занят своими делами. Больше, как бы, акцент делает на, там, карьеру, хобби. Там, если это мужское какой-то вид отдыха, я имею в виду времяпровождения, там, рыбалка, охота, что-нибудь куда-нибудь там с друзьями съездить, отдохнуть. В принципе, такой мужчина, который по большому счету, наверное, может себя развеселить, и ему довольно-таки неплохо живется. И как будто бы особо, может быть, даже он особо ни в коме не нуждается. Вот тут так. Но тут такое странное дальше как будто сочетание. Вот он вас ревнует. Может быть, вы друг другу как доказывали. Я обойдусь без тебя и без тебя проживу. И он точно так же вам тут доказывал между строк. Как будто бы друг другу пытались что-то, знаете, донести. Как бы друг с другом победу какую-то такую, ну, такую, не знаю, одержать, да. При этом вполне возможно, вам действительно было плохо. Может быть, вы... Хотя тут о нем больше, да. Тут, знаете, как будто бы человек мог действительно как подвлюбиться. При этом его поступки, они такие какие-то... То ли желание, как вот вас, с одной стороны, уколоть, доказать вам что-то такое вот, что не такая уж ты типа и особенная. При этом вот эти карты говорят о том, что страсти бушевали, эмоции накрывали человека, но он с ними боролся. Тут как с ветряными мельницами боролся сам. Сам подвлюбился, сам мог как-то вас и оттолкнуть. При этом человек, который, знаете, как столкнулся с этими эмоциями, он к ним оказался не готов. Может, не готов их принять, может быть, не готов
дальше, не знал, что с этим всем делать, да, как развивать эту всю ситуацию. Тут, смотрите, тут как будто бы эгоизм, да, вот тут победа. Я одержу победу любой ценой, я докажу там что-то кому-то. Тут вот такое как будто бы. При этом потом может быть вот это какая-то победа, самоутверждение, эгоизм, у кого-то гордыня, у кого-то тут вот как будто бы такое, как бушевали эмоции. Он, может, эту победу одержал, но он потом уже и не рад был. Он сам как пострадал от этого. Тут поддержка высших сил, карта книга. Человек, кстати, мог обращаться. У кого-то, ну, прямо даже к Богу мог обращаться. Настолько болезненно ему потом оно как аукнулось, как бумеранги. У кого-то психология, у кого-то эзотерика тоже. При этом, вот я повторюсь, вот как будто бы накрывало его вот это как бушующее море. Тут вот как будто человек сам себе, ну, знаете, была возможность, может, то ли выстроить взаимоотношения, то ли наладить взаимоотношения. А он своими какими-то поступками, с одной стороны, как приближал, может быть, женщину, с другой стороны, тут же ее и отталкивал. Вроде как и влюблен, но мог сделать больно, а по факту больно самому себе сделал. Ну, тут вот так вот. Вот этот товарищ вас ревнует. Ну, давайте дальше смотреть. Почему вас ревнует? Ну, первая женщина, это, скорее всего, как будто, как знаете, ваша, ну, близкая подруга, ну, может сказать, даже близкая подруга. Так. Почему вас ревнует? Почему ревнует? Ну, давайте так. Кого бы это ни касалось, то ли мужчины, то ли этой бывшей подруги, да. Ну, в принципе, как будто бы эта женщина, она на самом деле вы были близки какое-то время. Так вот, кого бы это ни касалось, в любом случае тут есть ревность. В чем это проявляется? Почему? Потому что вот эти последние карты мне говорят о том, что по карте императрица тут вы, ну, не буду говорить, что не страдаете, да, от отсутствия этих людей в своей жизни. Может быть, страдали, может быть, это все уже пережили, прожили. Но по этим картам мне как будто бы ценность вы свою не потеряли. Может быть, наоборот, стали больше ценить каких-то людей, которые действительно и дорожат взаимоотношениями, и могут проявляться как-то. И, может быть, начали ценить людей, которые, как вам сказать, адекватны, так как вы относитесь к людям. Вот вы уже считываете, может, уже людей, которые также к вам относятся, на равных, да. Все-таки мне идет, вот тут вот у кого-то созависимые отношения с партнером были, с мужчиной, да. Может быть, растворялись вы в этой любви. А может быть, по карте тут павлин все-таки, знаете, мужчина ревнует. Почему? Потому что привык получать от вас это восхищение, обожание, да. Опять-таки, а тут карта гроб, все, это закончилось. Вот именно такого ему, может, на данный момент никто не дает. Вот именно таких эмоций, как вы давали. Мало того, тут, скорее всего, это карта князь, приворот. Тут как будто бы мужчина был уверен настолько в том, что, может быть, вы будете то ли вечно, ну, знаете, как вечной поклонницей его, да, или вечно будете, тут чуть ли не как магическое воздействие. Почему-то он считал, что, ну, как будто бы вы не сможете противостоять вот этому, может быть, шарму. Вот, в принципе, как априори, я такой. Тут и ты как будто бы не сможешь противостоять. Ну, тут что-то такое. А тут вот вы себя показали по всаднице воздуха. Женщина, у которой тут первая есть опора на саму себя, у многих плюс еще присутствует в жизни, вот, присутствует или нет, но, по крайней мере, этот мужчина, он так считывает, что в вашей жизни присутствует мужчина, друг, опора,
человек, на которого вы также можете положиться, и действительно он проявляет себя как, как человек, который может дать вам эту защиту, поддержку, опору, опять-таки. Не факт, что он такое мог вам дать. Опять, еще ревность почему? Потому что вы то ли для этой бывшей подруги, то ли для этого мужчины, ну, в любом случае, карта солнышко, вы давали этот свет, может, оптимизм, желание жить, радоваться жизни. Этого не хватает им. Так, лиса, белая ворона. При этом, опять-таки, по белой вороне ваша, ну, какая-то уникальность в чем? Может быть, увлекаетесь, у кого-то хобби, там, увлекаетесь эзотерикой, психологией, нестандартная, опять-таки. Может быть, даже когда вы общались, я не удивлюсь, если, может быть, это лето подруга, насчет мужчины не буду говорить, могли даже иронизировать по поводу ваших, вот там, то ли увлечений, то ли этого видения мира, могли даже иронизировать по поводу чего, может быть, это какой-то наивности, доверчивости. Карта Солнца, это же как ребенок еще может быть, даже как могли вас, может быть, пытаться поучать, да, наставлять, выступать в роли каких-то, знаете, умудренных опытом наставников. Вот тут вот что-то мне такое идет. Может, искренне даже кто-то считал, что он защищает как-то вас. А тут какая-то ситуация такая сейчас складывается, что вы без их так называемой защиты, я не хочу тут умалять достоинства кого-то, может, действительно там бывшая то ли подруга, а может, этот мужчина как-то и действительно проявлялся, и пытались, им казалось, они пытаются вас защитить. Может, от каких-то ошибок, которые вы типа в жизни могли совершать сами. Может, еще от чего-то они пытались вас защитить. А тут оказалась ситуация, повторюсь, по императрице, а вам не надо их защита, вы сами прекрасно справляетесь, у вас все хорошо. Более того, вокруг вас все растет, распускается, у вас тут планы грандиозные, у вас корона на голове, и вы находите новых друзей, тут у вас все прекрасно. Вот это вот как будто бы людей больше задевает, как будто бы, ну, знаете, тем, что вы живете, не страдаете, по их мнению, процветаете, вы как будто бы как немой укор им. А как же она без меня смогла? Что изменилось в ее жизни? В худшую сторону точно ничего не изменилось. Вот тут что-то такое. Плюс по вот этой карте, черное-белое, как будто бы вы для них, знаете, они видели вас одной, ну, вот, мужчина в данном случае, может быть, и эта женщина тут тоже. Как будто бы у них было одно видение вас, да, а тут вот жизнь как-то течет, меняется, проходит, тут уже время как будто бы прошло. Эти люди как будто бы уже какое-то время назад из вашей жизни ушли. Ну, я надеюсь, в физическом плане они там живы-здоровы, но просто ваши пути дороги разошлись. Как будто бы они сейчас на вас посмотрели абсолютно с другой стороны, увидели какую-то вас другую. И где-то их это как-то так задело. Может быть, они, как, знаете, обманулись в вас. Скорее всего, в собственных каких-то ожиданиях. Вот. Они видели, повторюсь, вас одной, а вы тут черная-белая дуальность. Открылись для них по-другому, по-иному. Да. Ну, такой у меня сегодня расклад, девочки. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик. Можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.